В каждом виде спорта есть люди, чье мастерство и результаты заставляют сомневаться в их земном происхождении. Всю свою карьеру они проводят на уровне на несколько голов выше всех конкурентов. При этом кажется, что делают они это настолько непринужденно и естественно, словно им это не стоит ни малейшего труда. В футболе такими легендами стали Пеле и Марадона. На подходе к этому статусу завершающие карьеру Месси и Роналду. В баскетболе инопланетянином был его воздушество Майкл Джордан. В хоккее Уэйн Грецкий. В гонках Формулы-1 Михаэль Шумахер. В покере также много выдающихся игроков. У каждого свой стиль и своя стратегия, которые определяют результат. Но в истории покера был лишь один человек, который всю свою недолгую карьеру находился как будто над игрой. Словно суперюзер во плоти, он контролировал абсолютно все происходящее за столом, не давая оппонентам ни малейшей надежды. С вами Академия покера, и сегодня мы рассказываем о величайшей легенде покера, которого признают лучшим в истории до сих пор, несмотря на то, что его карьера закончилась более 25 лет назад. Стю Ангер – огромный талант, уничтожавший всех за столами, но не сумевший победить собственных внутренних демонов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Будьте первыми, кто увидит наши новые видео. Стюарт Ангер родился 8 сентября 1953 года в самом сердце Нью-Йорка, Манхэттене. Его отец был евреем, который вовремя эмигрировал из Венгрии накануне Второй мировой войны. В Штатах он открыл небольшой бар Foxy's Corner, где постоянно проводились карточные соревнования, и можно было делать ставки на спортивные мероприятия. Неудивительно, что маленький Стю уже с детства был вовлечен в эту среду, но куда большее значение имели его врожденный интеллект и феноменальная память. Постоянно наблюдая за другими игроками, он очень быстро освоил покер во всем его разнообразии, от стратегии до почти идеального чтения оппонентов. Уже в 10 лет он выиграл свой первый турнир в Джин-Рами, довольно сложной разновидности карточных игр 1 на 1. В это же время он пристрастился и к спортивным ставкам, но на первых порах ему удавалось держать это увлечение под контролем. В 1967 году в семье юного Стю все разрушилось. Умер его отец, а мать перенесла инсульт. В итоге Ангер-младший стал единственной опорой для больной матери и младшей сестры. Он бросает школу в 10 классе и полностью погружается в азартные игры. Не секрет, что в то время эта сфера была тесно сплетена с миром криминала. Еще будучи ребенком, Стю имел знакомство в этих кругах. А ближе к 18 годам сблизился с Виктором Романом, известным нью-йоркским игроком и крупным мафиози. Виктор взял юное дарование под опеку, ввел его в прежние недоступные закрытые игры и обеспечил защиту от других представителей криминала. Эта протекция не раз пригодилась Ангеру. Его скверный характер за столами и высокомерная несдержанность по отношению к соперникам часто приводили к конфликтам. Ну и что ж там у тебя, блядь, такое везение? Ты мне это рассказываешь, долбоёб? Учитывая специфику мира азартных игр того времени, можно предположить, что без защиты Романа мы бы никогда не узнали об этом покеристе. Впрочем, гангстер делал это далеко не только из симпатии к юноше. Тот отдавал ему 20% от всех выигрышей. По воспоминаниям самого Стю, однажды он настолько вывел из себя противника, что тот едва не врезал ему стулом, а через некоторое время этот оппонент был найден мертвым. Доказательств связи его смерти с инцидентом нет, но сам факт заставляет задуматься. Интересно, что эта хамоватая надменная сущность Стюарта проявлялась только за столами. Он издевался над соперниками, высмеивал их тактику, часто называл их карты и непрерывно оскорблял. Но вне игры Ангер запомнился как дружелюбный, интеллигентный и безумно щедрый парень, который нравился буквально всем вокруг. Другая легенда покера Дойл Брансон рассказывал, что малыша просто обожали женщины, и дело было не в его выигрышах, а в харизме, уме и очаровании. Кстати, именно в криминальных кругах Ангер получил свое прозвище The Kid – малыш. Оно не отстало от него до самого конца, так как даже по мере взросления Стю сохранил внешний вид подростка. Второй Кид появится в покере только через несколько десятилетий — Даниэль Негриану.
К 1976 году Ангер полностью истощил экосистему Джин Рами в Нью-Йорке. В городе не осталось никого, кто хотел бы сразиться с ним. Кроме того, стала проявляться нездоровая страсть к ставкам. Он сам говорил, что готов был ставить даже на тараканьи бега. Впрочем, сам Ангер был не согласен с обвинениями в лудомании. Он настаивал, что ему важен сам процесс игры, а деньги для него не имели никакого значения. И, судя по всему, Стю не лукавил. Вся его дальнейшая недолгая жизнь подтверждала эти слова. Ангер не только умудрился проиграть на ипподроме почти все заработанное картами, но и влез в серьезные долги. Причем брал он их у настолько серьезных людей, что даже мафия в бессилии разводила руками. По этой причине Стю решает на некоторое время переехать в Майами, штат Флорида, а затем в мировую столицу азарта – Лас-Вегас. Но репутация непобедимого профессионала в Джин Рами следовала за ним. Даже в Вегасе он смог собирать игру для заработка. Финальным аккордом стало очное противостояние с чемпионом в этой дисциплине Гарри Штейном. Соперники сыграли 86 партий. Ангер выиграл абсолютно в каждой из них, разорив оппонента и поставив крест на его карьере. Но проблема была в том, что других сумасшедших, желающих помериться силами с молодым дарованием, не нашлось. И это при том, что Стю не гнушался играть с явными шулерами. Как бы они ни пытались его обмануть, даже подменяя карты, он не оставлял им ни единого шанса. Пришлось искать альтернативу. Первый стал блэкджек. Очевидно, что феноменальная от природы память просто обрекала Ангера на успех в этой дисциплине. Он просто громил казино, выигрывая огромные деньги. За первые 3 месяца он вытянул из заведений Лас-Вегаса $1 миллион. Естественно, это не слишком нравилось владельцам. Ему просто запретили играть, а для подкрепления претензий обвинили в мошенничестве. Комиссия по азартным играм штата Нью-Джерси даже поддержала претензию и обязала малыша выплатить $500 штрафа. Естественно, для Стю не было проблемы отдать такую сумму, но сделав это, он признал бы свою вину. А к своей репутации он относился трепетно. В итоге он обратился в суд, который встал на его сторону. Правда, судебные издержки обошлись ему в 100 раз дороже – $50 000. Таким образом, юному гению снова пришлось переключаться на другие дисциплины. И вот, наконец, в 1978 году он познакомился с покером. Он входит в турнир с профессионалами холдема за $20 000 и с треском проваливается, спустив все фишки уже через полчаса после старта. Виной тому, видимо, было банальное незнание правил и основ стратегии. Ангеру пришлось покинуть столы и уйти из покера на 2 дня. Вернувшись на 3-й, он заканчивает с выигрышем в $47 000. А далее начинает уже привычно уничтожать всех самонадеянных профи, которым десятилетия не было равных до этого момента. Сам Стю вспоминал, люди, которые учили его игре, уже через пару дней проигрывали ему без шансов. А уже через 2 года малыш решает, что готов к крупнейшим соревнованиям по покеру. Мировая серия покера, 1980 год. Лас-Вегас. Культовое казино Хорс-Шу, подкова. За столами лучшие профессионалы, ведь мировая серия покера – это уже не тот междусобойчик 10 энтузиастов, которым был 10 лет назад. И среди матерых покеристов молодой человек с детским лицом и наивным взглядом. Ангер регистрируется в главном событии ПСОП. Он уже безусловно сильный игрок, но есть одна проблема. До этого он никогда не соревновался в безлимитном формате техасского холдема. То есть он отлично знал стратегию лимитного, но что делать без ограничений в размерах ставок? Для него это был открытый вопрос. Обратимся к воспоминаниям Дойла Брансона, которому повезло или не повезло столкнуться со Стю в хедзапе. Он говорил, что Ангер с трудом пережил первый день, чудом не вылетев только потому, что в ключевых раздачах на его стороне была удача. Но уже к 4-му дню турнира он вполне освоился и показал неплохую стратегию. Игру 1 на 1 Стю начинал с 2-кратным преимуществом по фишкам. Брансон был уверен, что переиграет новичка.
Тем более, что это был его первый хедзап безлимитным холдами в карьере. Поначалу было похоже, что Дойл действительно перевернет ход матча. Он почти сравнял стеки. Но в последней раздаче опытный техасец переоценил свою руку. Он открылся с тузом и семеркой. Стю заколировал. На флопе туз 7-2. Брансон словил две пары. Он поставил. Соперник заколировал. На терне вышла тройка. Ангер сделал ставку, и Дойл пошел all-in. Оказалось, у Стю закрылся стрит с пятеркой и четверкой. Так он взял свой первый титул чемпиона мира по покеру, при этом став самым молодым обладателем этого трофея. Победа принесла ему $365 тысяч. Через год Ангер попытался вернуться на серию, но встретился с неожиданной проблемой. Владелец казино Horseshoe, организаторов СОП и довольно известный человек в мире криминала, один из самых влиятельных людей в покере и около покере, Бенни Бинион наотрез отказался впускать действующего чемпиона в свое заведение. Причиной стало, кто бы сомневался, поведение дерзкого новичка за столами. Немногим ранее малыш играл в подкове на высоких ставках. После того, как дилер выложил карту, оформившую бэдбит не в его пользу, Ангер сорвался. Он грязно обругал сотрудника и плюнул тому в лицо. Только сын Биниона, который хорошо понимал законы медийности, смог убедить отца, что серия много потеряет в отсутствие молодого таланта. Джек Бинион оказался абсолютно прав. Стю не просто вернулся за столы в СОП, но на этот раз ни на секунду не дал повода усомниться в том, что ему нет равных. В хедзапе он уничтожил одного из сильнейших профессионалов того времени, Перри Грина. На этот раз призовые были на 10 тысяч больше – $375 тысяч. Кроме того, накануне он выиграл еще $95 тысяч в турнире по Triple Draw, отобрав браслет у опытного Бобби Болдуина. В этом же году он женится на Мадлен Уилдер. У девушки уже был ребенок, сын Ричи. Стю показал себя любящим семьянином, а когда родилась его собственная дочь Стефани, он просто растаял. Стю окунулся в отцовство с головой. Семья купила хороший дом, Стю вроде бы даже отказался от ставок, и казалось, что все идет отлично. В следующем, 1983 году, Ангер добыл 4-й браслет мировой серии в турнире по 7-карточному стаду. В финале он переиграл Дью Томка и заработал $110 тысяч. Все говорило о том, что в покере взошла звезда, превзойти которую просто нереально. Кто бы мог подумать, что следующего титула придется ждать целых 14 лет. С какими внутренними демонами пришлось столкнуться малышу. Каким было его возвращение в карьеру и как трагично оборвала жизнь покерной легенды. Смотрите в следующем выпуске во второй части биографии покериста Стю Ангера. Благодарим за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях, считаете ли вы Стю Ангера лучшим покеристом всех времен. Или первую строчку вашего рейтинга занимает другая персона. На канале уже есть биографии других известных покеристов: Фила Айви, Дойла Брансона, Артура Мартиросяна, Даниэля Негриану, Патрика Антониуса. Советуем посмотреть. Всем пока-пока.